Приветствую всех! Вы на канале «Все получается вкусно» и с вами Галина. Сегодня готовим осетинские пироги с сыром и зеленью. Такие пироги получаются бесподобными. И для этого в миску наливаю 250 мл теплой воды и столько же теплого молока. Одно яйцо, ложка сахара и чайная ложка соли. И все хорошо перемешиваю. Затем я взяла половину муки с общего количества, кладу туда 2 чайные ложки сухих дрожжей. Всего муки сюда уйдет 700 грамм. Перемешиваю, и когда тесто немного загустится, вливаю 60 мл растительного масла. Все перемешиваю лопаткой, всыпаю оставшуюся муку и замешиваю руками. И вот такое нежное мягкое тесто получилось. Миску смазала растительным маслом и кладу туда тесто. Накрываю пищевой пленкой и отправляю в теплое место на 1,5 часа. И 2 раза нужно будет его обмять. А пока приготовим начинку. Я взяла пучок черемши. Кто не знает, что это такое, и это как дикий чеснок. Если у вас его нет, то можно взять зеленый лук и пару зубчиков чеснока. И мелко нарезаю его. Затем я беру сыр сулугуни и натираю его на крупной терке. И в эту же миску натираю адыгейский сыр. 2 сыра перемешиваю между собой. К сыру добавляю черемшу и кинзу с петрушкой. Немного присаливаю, потому что сыр у меня не очень соленый. И перчу по вкусу. 1 яйцо. И теперь хорошо вымешиваю руками, чтобы он немного слипался. Ну вот, тесто уже расстоялось. Вот такое оно пышное. И делю его на равные 3 части. И скатываю каждую часть в колобок. Затем беру каждый колобок и немного растягиваю его руками от середины к краю. Затем начинку разделила на 3 части, скатала одну часть в шарик и кладу в серединку. И теперь собираем в узелок. Вот таким образом хорошо слепляю края и готово. Затем я взяла пергаментную бумагу, у меня специальная круглая для пиццы. Смазываю немного растительным маслом. Тогда тесто будет хорошо растягиваться. И от серединку края растягиваю немного теста. Затем можно даже пройтись скалкой, только осторожно, чтобы край не лопнул. Вот таким образом. Перетянула ее на форму, все поправляю. В серединке делаю отверстие для выхода пара. И отправляю в духовку, разогретую на самую большую температуру, на 240-250 градусов, на 15-20 минут, или пока красиво не зарумянится. И вот такой красивый румяный он получился. И пока он горячий, обильно смазываю растопленным сливочным маслом. Ой, как же это вкусно! Нарезаю и пробуем. Посмотрите, какой он красивый. Ну и с чайком такой пирог просто безумно вкусно. Готовьте такие вкусные пироги, у меня они просто разлетаются. И родные просят готовить его вновь и вновь. Такие пироги хороши на завтрак, на обед и на ужин. Ну и если понравился рецепт, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Всего вам доброго, здоровья, счастья и любви. Удачи на кухне, до новых вкусных встреч. Пока-пока.